Друзья, всем привет! С вами проект Power Device. Здесь мы прокачиваем наши Android-телефоны. В этом видеоролике я покажу вам еще одну фишку с искусственным интеллектом, которую можно активировать на ваших телефонах Xiaomi, Redmi и Poco. По идее, такая фишка есть только на флагманах Xiaomi, например, на таких как Xiaomi 14. Но как я сказал ранее, сейчас я покажу, как ее активировать на наших телефонах. Сразу стоит отметить, что это можно активировать только на HyperOS. На MIUI 14 у меня это не получилось. Также, если у вас телефон Xiaomi, Redmi или Poco бюджетник, тогда, возможно, активация у вас не пройдет, к сожалению. Но вы все же можете попробовать вместе со мной. А вот телефоны среднебюджетники и флагманы легко поддаются такой настройке. Сейчас быстро покажу, что вообще из себя представляет данная фишка. Она находится в заметках, как вы уже поняли. Здесь я нажимаю плюсик. Вот она, дополнительная активированная опция «Искусственный интеллект». Я на нее нажимаю. Чтоб вы понимали, эта фишка интегрирована сюда компанией Xiaomi, но работает она по типу ChatGPT, текстовой модели. Приведу самый простой пример. Например, здесь можно создать свой фитнес-план. Также в создании фитнес-плана можно уточнять детали. Например, если вы хотите набрать мышечную массу, либо сделать акцент на сжигании жира. Все это нужно прописывать. Ну а пока я просто нажму «Создать фитнес-план». Искусственный интеллект прописывает все по дням и неделям. Также стоит отметить, что все эти записи создаются именно в заметках Xiaomi, и там же они остаются, то есть сохраняются. В общем, я думаю, вы все поняли, здесь можно попросить искусственный интеллект создать вам любой текст, начиная от стишка и заканчивая каким-то расписанием и так далее. Нажимаю «Готово». Не забывайте, что в заметках можно выбирать отдельный скин. Идем к заметкам, наш фитнес-план сохраняется здесь. Данная настройка из флагманов скрыта вот в таких двух обновлениях. Это Xiaomi Hyper AI Engine, а также заметки. Как обычно, два этих файла оставлю в своем телеграм-канале Power Device. Не забудьте на него подписаться, чтобы не пропускать ничего интересного. Ссылка на данные обновления будет в описании под этим роликом. Но внимание, просто установить эти обновления, скорее всего, вам ничего не даст. Нужно отдельно активировать искусственный интеллект. Сейчас покажу, как это сделать. В первую очередь обновляйте заметки, а потом уже Hyper AI Engine. Кстати говоря, не забывайте, что данное приложение отвечает вот за такое выделение в галерее. Просто нужно зайти в галерею и удержать на объекте. Итак, мы обновили два этих файла, далее нам понадобится приложение Activity Launcher. Зайти в него нужно всего один раз. Activity Launcher у нас загрузился, теперь вручную пролистывайте это меню и найдите следующее приложение Xiaomi Hyper AI Engine. Разворачиваем его настройки, спускаемся немного вниз, находим следующие строчки. Они начинаются со слова dist. Нам нужна именно эта строка dist Client Activity. Посмотрите, когда я на нее нажимаю, должно открыться вот такое меню. Данные галочки здесь будут сняты. Отмечу, что у флагманских телефонов Xiaomi именно эта настройка есть в основных настройках, но у других телефонов она вырезана. В общем, просто включайте данные галочки. Если ниже появится какое-то окно, нажимайте «Понятно» либо «Далее». После этого шагаем назад. Еще раз зайдите в это же меню, убедитесь, что галочки у нас не слетают, они включены. Также, к слову, отмечу, что здесь есть еще вот такие две галочки, которые можно включить. Но именно они слетают, если мы повторно в них зайдем. Лично на моем телефоне не удается их включить. Остаются включенными только вот эти. Напишите, пожалуйста, в комментариях, также у вас это происходит или нет. В общем, после этих манипуляций все приложения можно закрыть. Далее идем в заметки, нажимаем «Создать заметку». И у нас должна появиться новая функция. Если вдруг функция у вас не появилась, зайдите в настройки заметок, нажмите «Очистить», «Очистить кэш». Далее перезагрузите ваш телефон и попробуйте снова. Также там можно нажать «Очистить все». Не забудьте подписаться на этот канал, подписывайтесь на наш телеграм-канал, ставьте лайки, задавайте свои вопросы здесь в комментариях, постараюсь помочь, либо в нашем телеграм-чате Power Device. Желаю всем только качественных девайсов и правильных настроек. До встречи в следующих роликах. Пока-пока.